«Доброго времени суток. Придется усыпить», — сказал врач женщине, отказываясь лечить собаку. Когда молодая семья взяла в свой дом щенка из приюта, они были очень счастливы появлению питомца. Однако радость продлилась недолго. Спустя пару месяцев Али, как назвали песика, заболел. Да так, что врач предложил немедленно его усыпить. Но хозяйка не позволила сделать малышу эвтаназию. Забрав щенка, молодая женщина отправилась в одну из известных клиник Техаса, где работает талантливый доктор по имени Диара Блу. Он увидел расстроенную хозяйку и внимательно выслушал ее. Оказалось, что в доме, где живет семья, недавно произошло наводнение. Потоки грязной воды были повсюду, в жидкости размножались насекомые и бактерии, а это значило, что пес мог заразиться инфекцией. К сожалению, предыдущий доктор, обнаружив у собаки отклонения в работе печени и почек, лечить ее отказался. Ветеринар предложил усыпить Али, но женщина не захотела мириться с такой ситуацией и пришла просить помощи у мистера Блу. Ветеринар посадил собаку на стол и сделал первичный осмотр. Он увидел, что внешне крупный пес имеет явную нехватку веса и выглядит истощенным. Чтобы понять, каковы истинные причины сложившейся ситуации, доктор предложил хозяйке оставить собаку на несколько дней для осмотра, и женщина согласилась. Врач и его ассистенты взяли у питомца кровь и мочу на анализ. Им было важно понять, почему у собаки такие опасные симптомы, и есть ли хоть какой-то шанс спасти ее. Первичный осмотр заставил его заподозрить у Али лептоспироз, но оставалось дождаться результатов анализов. Профессиональное чутье не подвело доктора, у собаки действительно было заболевание, а это значило, что она не только могла погибнуть, но и заразить окружающих. Скорее всего, в этом и крылась причина, по которой предыдущий доктор не захотел браться за Али, зная, что болезнь передается от животного к человеку. Он решил не рисковать собственным здоровьем. К счастью, доктор Блу не струсил и не отказался от пса. Он предупредил своих сотрудников о необходимости тщательной защиты, ведь заразиться никому не хотелось. Врач напомнил о халатах и перчатках, а также о том, чтобы никто из его команды не прикасался ни к урине, ни к чему-либо, возле чего побывала собака. А дальше доктор прописал лечение, которое уже спустя несколько дней стало приносить свои плоды. Пес начал потихоньку кушать, пил воду, что было особенно важно для его обезвоженного организма. Но самое главное, его почки постепенно начали работать в нормальном режиме. Теперь его жизни ничто не угрожало. Наконец настал тот день, когда питомца выписали из больницы и передали в руки счастливой семье. Люди просто не могли поверить, что пес жив и здоров, он не заразен, и его не нужно усыплять. А мы очень рады, что нашелся врач, который решил сделать все возможное, чтобы спасти собаку. Спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.